Да. Давайте. Minister, dear friends, we are glad to welcome you to Moscow. В этом году, в феврале, мы отмечали 50-летие международных дипломатических отношений между нашими странами, и ваш визит приходится как нельзя кстати, для того, чтобы посмотреть, где мы находимся и какие у нас дополнительные возможности по увеличению сотрудничества. This year we have celebrated the 55th anniversary of establishment of our diplomatic relations. So your visit is very welcome, and to establish and to think what we are going to do next and where we are at this stage. Мы уже немного достигли по итогам тех встреч, которые за последние 2 года состоялись дважды между нашими президентами, и рассчитываю, что мы сегодня посмотрим на состояние дел и наметим перспективы на будущее. We have achieved already quite a lot. Thanks already to the meetings of both our presidents, and it is time to think about the stance of relations now and to think about the future that we're going to have next. Welcome again. Excellency, it is a great pleasure to be here at this particular moment in our history when, as Your Excellency has pointed out, we celebrate 55 very fruitful years of collaboration in the diplomatic sphere between our two countries. Для нас это честь присутствовать здесь, особенно в этот момент, когда мы отмечаем 50-летие, как вы уже правильно отметили, наших успешных и процветающих отношений на дипломатическом поприще. The importance of the relationship from our point of view is demonstrated by the fact that President Rajapaksa has visited the Russian Federation in 2010 as well as 2011. He was here in Moscow as well as in St. Petersburg. Также наши отношения развиваются очень хорошо в силу также визитов нашего президента Раджапакса в 2010 году, а также в 2011 году в Москве и Санкт-Петербурге. We have an excellent bilateral relationship. We appreciate the support that we receive from the government of this country. Both when we had problems with terrorism and now, when the country is at peace, all the support that you're giving us, we got to we appreciate it very much. Мы высоко ценим нашу дружбу, особенно поддержку, которую мы получаем в силу проблем в нашей стране, проблемы терроризма и другие проблемы. Мы очень ценим вашу поддержку. Спасибо. And I have no doubt, Excellency, I greatly appreciate your invitation. I have no doubt that my visit here will enable us further to build upon a very strong foundation. Thank you. I think Уважаемые дамы и господа, мы с моим коллегой, господином министром иностранных дел Шри-Ланки, Government Пейрисом, провели очень содержательные переговоры и констатировали заметно активизировавшиеся связи между нашими странами во всех областях. У нас поддерживается весьма насыщенный политический диалог на высшем и высоком уровне. Налажены регулярные контакты между профильными министерствами и ведомствами, укрепляется договорно-правовая база. Все это способствует раскрытию того значительного потенциала, который существует для наращивания связей в торгово-экономической и в других сферах. Наши приоритетные направления в экономическом взаимодействии, разведка углеводородов, энергетика, отмечу также военно-техническое сотрудничество,
взаимодействие в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры, ирригации, ну и, конечно, туризм, который существенно растет, и в прошлом году количество россиян, посетивших Шри-Ланку, увеличилось в 4 раза. Надеюсь, что желающих посетить этот прекрасный остров будет еще больше в связи с тем, что мы договорились перейти к более частым рейсам между Коломбо и Москвой. Теперь их будет 5 в неделю. По всем этим вопросам были достигнуты принципиальные договоренности в ходе встречи президентов России и Шри-Ланки, которая состоялась в июне прошлого года в Санкт-Петербурге на полях Международного экономического форума. И мы довольны тем, что прогресс налицо. Мы полезно поговорили по актуальным международным и региональным делам. У нас совпадающие и очень близкие позиции по всем основным международным проблемам. Эта близость опирается на общее понимание необходимости уважения международного права, устава Организации Объединенных Наций, необходимость коллективных действий по регулированию различных спорных ситуаций и конфликтов. И именно на основе этой философии мы сотрудничаем с Шри-Ланкой и по двусторонней линии, и в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую организацию сотрудничества и другие форматы. Мы обсудили особенно конкретно задачи в сфере борьбы с наркоугрозой и с терроризмом. У нас есть хорошие механизмы двусторонние, и также есть перспективы нашего участия в различных региональных форматах. В частности, я упомянул Шанхайскую организацию сотрудничества, в которой Шри-Ланка является партнером по диалогу и хочет стать наблюдателем. Уже сейчас наши ланкийские друзья подключаются к работе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Опыт проведения контртеррористической операции, которую Шри-Ланка накопила, к сожалению, в период конфликта, который теперь успешно преодолен, этот опыт заслуживает изучения, и мы будем развивать сотрудничество в этом сфере. Мы также выразили нашу солидарность с усилиями руководства Шри-Ланки по преодолению последствий конфликта и по обеспечению национального примирения с тем, чтобы в этой стране все этнические, религиозные и другие группы жили в мире и согласии. Мы поддерживаем соответствующие усилия президента и правительства Шри-Ланки. В целом, думаю, что главный итог сегодняшних переговоров заключается в том, что мы подтвердили обоюдное стремление, обоюдный интерес углублять наше взаимодействие по всем направлениям. Спасибо. Thank you, Excellency. I agree very strongly with the observation of my colleague, the Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation, that we have had a very fruitful discussion straddling a wide range of matters. Reviewing the bilateral relationship between our two countries, we are certainly satisfied that it is a very robust and warm relationship. His Excellency President Mahinda Rajapaksa of Sri Lanka had discussions with President Medvedev when he was here last year in St. Petersburg. The previous year he was in Moscow, and I had the opportunity of following up on some of those discussions, concretizing some of the matters on which there was a substantive dialogue between our two countries at the highest level. On the political aspect of things, we are deeply appreciative of the strong and consistent support that we have received from the Russian Federation. And it was support that was based on commitment to firm principles which have been steadfastly adhered to. The principle encouraging
countries to try to pursue their own solutions to complex national issues, in keeping with their own culture, the nuances of the local situation being important, the emphasis that should be placed on local procedures and local remedies, the absence of double standards, and in particular the use of human rights as a political instrument. These are not in the interest of resolving problems. That has been the consistent position of the Russian Federation, and we have also steadfastly subscribed to that position, not only in relation to our own country, but in regard to similar issues that have arisen in respect of other countries. So that has been the basis of the collaboration that has taken place between our two countries, both regionally and in international fora. And now that there has been a return of peace and stability to our country, we are very conscious of the fact that we have today a unique opportunity that eluded us for almost 30 years, and that is the situation in which we are firmly resolved to work even more closely than we have done in the past with the Russian Federation. And I think it is now time to focus on the economic content of the relationship. There is abundant scope for Russian companies to come into our country, to use the opportunities that are available. And the minister made what I thought was a very valuable suggestion, that it would be useful now to concentrate on establishing more formal relationships among the business sectors in Sri Lanka and in the Russian Federation. The volumes of trade between our two countries are growing. The trade imbalance is narrowing down. It is something we would like to intensify as we go along. And during the very cordial discussions that took place between us a little earlier in the morning, we focused on some desirable initiatives in respect of the tea industry, which accounts for 70% of the volumes of trade between our two countries. As my colleague pointed out, airline connectivity is improving between our two countries exponentially. We now have provision for as many as 5 flights between Moscow and Colombo. We are already making use of 2 of those slots. The number of Russian tourists coming into Sri Lanka has increased by about 30% last year. And in view of the growing trade relationship, and we think that there is scope for further Russian investment into the Sri Lankan economy. In the context of those developments, we think it is timely to open a branch of the Bank of Ceylon in Moscow. And some discussions have taken place in that regard. Gazprom is taking an active, very lively interest in Sri Lanka. His Excellency President Rajapaksa himself visited Gazprom. And they are going to come in respect of not only gas, but also with regard to oil exploration, which is an activity of considerable economic significance in Sri Lanka today. Fisheries, agro-based industries, all these are areas in which Russia can play a more vigorous role in Sri Lanka's economic development. And on regional cooperation, yes, we had some discussions about the Shanghai Cooperation Organization, in which our two countries can work more closely together. We are at the moment a dialogue partner. They are aspiring to observer status, and the ACD, the Asia Cooperation Dialogue, which brings together countries with a diversity of cultures. And the richness of that experience, that is a whole reservoir of experience, I think that can be drawn upon very productively to address some of the complex issues confronting the world. In respect of piracy, we agreed that there is a need to put in place stronger mechanisms which would enable these issues to be dealt with more effectively. So all in all, I would say it was a very useful meeting, which will enable us to build even further upon the very strong foundation that exists between our two countries. Thank you.
Благодарю. Дамы и господа, пожалуйста, Thank you вопрос. very much. Now the Журнал questions. «Международная жизнь». Journal International Life, международная жизнь. Вопрос к обоим министрам. Now the question to Скажите, both пожалуйста, ministers. насколько тесным и Could you эффективным tell me how является close and сотрудничество между productive is the Россией и cooperation Шри-Ланкой between Russia and Sri Lanka в правозащитной сфере in the sphere of human rights Организации defense Объединенных of the Наций? UN И platform? насколько схожи And позиции how close are российской the и approaches, шри-ланкийских сторон the Russian and Sri Lankan approaches to this problem? Well, I would say that the approaches are very close indeed. They're close because we believe in common in certain values. We think that every country must work out its own approach to these issues against the backdrop of its own history, its culture, and the traditions of its people. There is no size that fits everybody. And any attempt to impose on a country solutions that have been evolved elsewhere in a different cultural and social setting is not going to work. Because at the end of the day, what matters is the identification of the people with a particular solution. People of a country must feel this is their own, and they must spontaneously, not as a result of any pressure that is brought to bear on them, but readily, willingly, spontaneously, they must feel a desire to move it forward on the lines that have been indicated. Now, this means it must emanate from within a country, and it must have a homegrown, a homespun quality. So this has been the consistent approach of the Russian Federation to the resolution of these issues. And any form of external intervention has to be strictly within the confines of the United Nations Charter and other applicable rules and conventions. Anything going beyond that is not acceptable on grounds of principle and policy, and in practical terms it is not going to help. So throughout some of the discussions that have taken place on this subject in the United Nations and elsewhere, we have found a very significant convergence, a coming together of the Russian and Sri Lankan positions. We are very happy about that. It has been strengthening to the Sri Lankan cause. As we leave behind us the pain and the anguish of a 30-year conflict, and as we seek to rebuild our economy and to move the country forward in terms of social and economic development, the solidarity and the support that we have received on a principled basis from the Russian Federation has been a source of immense strength. Могу добавить, что разделяю оценки моего коллеги. Безусловно, есть универсальные принципы в сфере поощрения и защиты прав человека, под которыми подписались все государства мира. Я имею в виду принципы, которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека. Попытки же дополнять эти универсальные принципы какими-то нормами, которые отражают лишь одну культуру, лишь одну цивилизацию, лишь одну группу стран со своими традициями, но одновременно игнорируя традиции других цивилизаций, эти попытки нам неприемлемы. В этом мы едины. Что касается практических вопросов, которыми занимается Организация Объединенных Наций и ее Совет по правам человека, то мы с господином министром убеждены, что сейчас всем необходимо выполнять те договоренности, которые были достигнуты в рамках создания Совета по правам человека, в рамках реформирования этого сектора деятельности Организации Объединенных Наций. Принципиальным моментом этой реформы было введение процедуры так называемого универсального периодического обзора положения дел в сфере прав человека. Этой процедуре по договоренности на регулярной основе подвергается каждая страна, член Организации Объединенных Наций. Это принцип суверенного равенства всех перед международным сообществом. Мы все знаем, что
безупречных с правозащитной точки зрения государств не существует, так и не должно быть в этой сфере ни учителей, ни учеников. Такие попытки, к сожалению, есть, и нам они неприемлемы. Мы были солидарны с Шри-Ланкой в период проведения контртеррористической операции, которая продолжалась несколько лет. Это был затяжной конфликт, и мы рады, что он преодолен, что сейчас правительство Шри-Ланки предпринимает меры по возвращению мирных граждан, которые вынуждены были искать себе прибежище за пределами своих родных мест в период этого конфликта. Мы помогаем Шри-Ланке с проведением разминирования. Эта операция завершена, и мы передали соответствующее оборудование нашим шри-ланкийским коллегам. Мы помогаем в доставке гуманитарной помощи для тех, кто нуждался в ней в период выхода из конфликта и преодоления его последствий. Принципиально важно, что правительство Шри-Ланки учредило свою собственную комиссию, которая называется комиссией по извлечению уроков и примирению. Комиссия была создана 2 года назад. Она занимается установлением фактов. И у нас нет никаких оснований не доверять объективности этой комиссии. Поэтому, когда игнорируя эти шаги, предпринимаемые руководством Шри-Ланки, предпринимаются попытки навязать расследование по линии международных организаций, причем организовать такое расследование без согласия суверенного государства и в обход Совета Безопасности ООН, мы считаем это абсолютно неправильным и противоречащим тем задачам, которые стоят перед всеми нами в области обеспечения универсального уважения прав человека в соответствии с теми обязательствами, которые каждое государство на себя принял. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Руш-Тудей, арабский телеканал «Руси». Спасибо большое, Сергей. У меня вопрос. За последнее время действия сирийской свободной армии на территории страны усилили свои действия, были такие попытки насилия плана Кофи Аннана, такие попытки, как взрыв в последнее время, в том числе вокруг наблюдателей миссии Кофи Аннана. Вчера также были захвачены группа ливанских паломников, которые возвращались из Ирана через территорию Сирии и Судана, пока неизвестно, где находится. Не считаете ли вы, что такими действиями пытается Сирии расширить зону конфликта, прилегающих к территории Сирии, как соседних стран? Не нужно, как бы, мировое сообщество пресекать такие вопросы. По существу, вы в своем вопросе уже сформулировали оценки, которые я разделяю. Это совершенно очевидная тенденция. К этим же оценкам пойдет любой непредвзятый наблюдатель, ознакомившись с фактами, которые ежедневно поступают о террористических актах, взрывах, нападениях, в этих акциях задействована и так называемая свободная сирийская армия, и различные террористические группировки, связанные с Аль-Каидой. Но не будем, кстати, забывать и закрывать глаза на внешних игроков, которые финансируют и вооружают боевые группы, боевые отряды. И цель для меня очевидна. Это срыв мирного плана Кофи Аннана. И все это происходит в грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, в которых этот план был целиком и полностью одобрен, и в которых содержатся требования не только к правительству, но и к всем группам оппозиции, включая, конечно же, вооруженную оппозицию, немедленно прекратить насилие. Мы, Российская Федерация, ежедневно в режиме работаем с сирийским руководством, требуем неукоснительно выполнять план Кофи Аннана, сотрудничать с миссией наблюдателей ООН, но нельзя играть в одни ворота, когда правительство ожидает безусловного выполнения положения этого плана, а
позицию не только не сдерживают, и не только не призывают к тому же, а, по сути дела, подстрекают к продолжению вооруженных провокаций. И поэтому мы исходим из того, что, да, и теперь, конечно же, уже реальная угроза того, что конфликт переливается в Ливан, где с учетом истории и состава, этнического, религиозного состава населения этой страны и вообще тех принципов, на которых строится ливанское государство, дело может кончиться очень плохо. И особо прискорбно, что начинают обнажаться и искусственно обостряться противоречия между шиитами и суннитами. Это опаснейшее развитие событий, которого необходимо избежать любой ценой. Я надеюсь, что все ответственные члены мирового сообщества, прежде всего исламские страны, но также западные страны, все остальные, сделают правильные выводы и смогут вовремя остановиться. По сути дела, попытки подстрекать продолжение вооруженного конфликта, как я уже сказал, являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, и все те, кто этим занимается, должны, наконец, я в этом убежден, честно сказать, чего они хотят. Готовы ли они содействовать, но только искренне, без каких-то повторенных параллельно действий в обратном направлении, содействовать прекращению насилия и началу общесирийского диалога с участием и правительства, и всех оппозиционных групп, как об этом заявил Совет Безопасности при поддержке всего мирового сообщества. Или же, на самом деле, у некоторых членов мирового сообщества есть скрытые повестки дня, и они на самом деле хотят смены режима. Надо честно сказать, чего хотят все эти игроки. Политическому урегулированию в Сирии на основе одобренных Советом Безопасности принципов или смены режима. Мы уже проходили такие, знаете, двуличные позиции, когда развивался кризис в Ливии, и когда операция НАТО проводилась с грубейшими нарушениями мандата, который выдал Совет Безопасности, и когда тоже было смешение понятий политического регулирования или смены режима. Как, собственно, это было и в 2003 году, когда началась иракская война. Когда тоже все оправдывалось не целями смены режима, а другими лозунгами, борьбой против распространения ядерного оружия, которого там не оказалось. Поэтому уроки надо из всех этих историй извлекать однозначно. Мы должны честно предъявить свои позиции. Если мы все за политическое регулирование, давайте доказывать это дело. Спасибо. Спасибо. Агентство «Интерфакс», пожалуйста. Ольга Голованова, вопрос российскому министру. Сергей Викторович, каковы ожидания российской стороны от встречи в Багдаде по иранской ядерной проблеме между представителями шестерки и Тегерана? И как бы вы могли прокомментировать недавнее решение Сената США одобрить очередной пакет санкций против Ирана? Спасибо. Что касается багдадской встречи, с момента предыдущего такого контакта между шестеркой и Ираном, который был в марте в Стамбуле, предприняты были достаточно серьезные усилия, чтобы тщательно подготовиться к багдадскому раунду. Состоялось несколько предварительных встреч на уровне экспертов, были подробно обсуждены те шаги, которые необходимо предпринять. И у нас сложилось четкое впечатление по итогам этих предварительных контактов, что иранская сторона готова согласовывать конкретные действия в рамках реализации подхода, который основан на принципах поэтапности и взаимности. Безусловно, мы рассчитываем, что шаги, которые требуется предпринять для практического продвижения к урегулированию, будут обсуждаться сегодня в Багдаде, и что будет выработан алгоритм дальнейшей совместной работы. Безусловно, нужно отдавать себе отчеты в том, что решение не может быть одномоментным. Это все равно будет процесс, но на каждой стадии этого процесса, в соответствии с принципом поэтапности и взаимности, мы хотим видеть конкретные результаты.
Иран делает шаг навстречу требованиям мирового сообщества, мировое сообщество делает шаги, которые ослабляют санкционное давление на Иран и так далее. До тех пор, пока мы не придем к той точке, где всем будет ясно, что у иранской ядерной программы нет военного измерения, мы очень на это рассчитываем. Когда будут прояснены все вопросы и сомнения, которые имеются у МАГАТЭ, и когда с Ирана будут сняты все санкции. Еще раз подчеркну, это процесс, но его необходимо начинать и четко очертить последующие шаги. Надеюсь, что Багдад сделает вклад в достижение таких договоренностей. Но что касается новых односторонних санкций, которые одобрены в Сенате, не так давно аналогичное решение было принято в Палате представителей, как я понимаю, теперь они будут вырабатывать единый текст этого законопроекта, но они мало чем отличаются варианты Сената и Палаты представителей. Опять идет речь о санкциях, которые выходят далеко за рамки одобренных Советом Безопасности целей обеспечения режима нераспространения. Они охватывают все больше и больше сферы экономики Ирана и, повторю, уже нацелены не на борьбу с возможными рисками распространения оружия массового уничтожения, а, по сути дела, на экономическое удушение Ирана. Абсолютно неприемлемо, что опять эти санкции имеют в значительной степени экстерриториальный характер, затрагивая и подвергая угрозе компании других государств, которые добросовестно выполняют резолюции Совета Безопасности по Ирану. Вот. Это не способствует совместной работе шестерки, не способствует поддержанию единства наших действий, потому что явно подвергает угрозе совместно выработанную повестку дня и делает ее заложником односторонних действий Соединенных Штатов. Так что я надеюсь, что вот этот эксцесс американских законодателей все-таки получит должное отношение со стороны, ответственное отношение со стороны администрации Соединенных Штатов, президента Соединенных Штатов. Не хочу думать о том, случайно ли время принятия этого решения Сената, но объективно получилось так, что, по сути дела, накануне начала багдадского раунда предприняты действия, которые явно способствуют созданию атмосферы, благоприятной для продвижения вперед. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Сказать.